Привет, фанаты BTS сегодня. Что именно скрывает Чингук от миллионов своих поклонников? Почему Тэхён не тот, кто контролирует план, тот, кто неожиданно раскрыл его первым? И почему это произошло сразу после, казалось бы, обычной прямой трансляции? В мире К-поп, который часто окутан идеальным управлением имиджем и секретными стратегиями, заявление Тэхёна вчера вечером не было обычным сюрпризом, оно было частью более масштабной головоломки о будущем BTS и направлении сольной карьеры его участников. Важный вопрос: почему это заявление прозвучало сейчас и почему таким эмоциональным образом? Прямая трансляция, которую вел Ким Тэхён, более известный как Ви из BTS, прошлой ночью, поначалу, казалось, шла как обычно. Армии со всего мира с энтузиазмом наблюдали, приветствуя Тэхёна, который казался непринужденным и расслабленным. Но атмосфера резко изменилась, когда он внезапно поднял тему, которая была горячей темой среди фанатов. Планы сольного тура участников BTS, которые, по слухам, начнутся в следующем сезоне. Еще более удивительно, что Тэхин не только подтвердил существование плана, но и поделился чувствами Чингука, которые никогда не были раскрыты публике. В коротком, но емком заявлении Тэхин сказал, что Чингук находится под большим давлением перед своим сольным туром. Он даже признался, что у Чингука есть глубокие сомнения, которые он никогда не высказывал даже своей собственной команде менеджеров. Заявление Тэхена немедленно вызвало волну реакций со стороны фанатов и наблюдателей индустрии развлечений. Многие задавались вопросом, было ли это формой спонтанной поддержки Тэхена своего старого друга? Или это может быть признаком внутреннего напряжения относительно важного решения, которое принимали участники BTS? Слухи о сольном туре BTS циркулируют с конца прошлого года. Однако в течение нескольких месяцев не было официального подтверждения от Big Hit Music или от самих участников. Некоторые предполагали, что каждый участник готовит уникальную концепцию, которая отражала бы их музыкальную идентичность. Но никто не знает, насколько эти планы были подготовлены, не говоря уже о том, что на самом деле думают участники об этом монументальном проекте. Одним предложением, произнесенным серьезным лицом и тихим голосом, Тэхён приподнял плотно закрытую завесу. «Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждут сольного тура Чингука, но, честно говоря, ему все еще трудно все обдумать». Это заявление немедленно наводнило раздел комментариев трансляции лайв вопросами и опасениями. Многие посчитали, что это признание было не просто эмоциональной спонтанностью, а отражением гораздо более сложной внутренней динамики за кулисами. Анонимный внутренний источник сказал, что Чингук действительно был самым перфекционистским участником в подготовке к своему сольному туру. Сообщается, что он находился под большим давлением, чтобы гарантировать, что все аспекты постановки от концепции, хореографии до эмоционального послания в каждой песне действительно полностью представляют его. Тот же источник также сказал, что Чингук пережил момент эмоционального кризиса, когда он столкнулся со сложным выбором между представлением грандиозного выступления или более личного и минималистичного выступления. Что сделало заявление Тэхёна еще более значимым, так это давние отношения между ними. Как два самых молодых участника BTS, которые часто появляются вместе в различные важные моменты, они близки не только как коллеги, но и как братья и сестры. Поэтому неудивительно, что Тэхён почувствовал необходимость озвучить чувства Чингука, когда его лучший друг, казалось, не мог выразить их напрямую. Однако действия Тэхёна также вызвали споры. Несколько медиа-аналитиков посчитали раскрытие информации рискованным и могло повлиять на рекламную стратегию агентства. В южнокорейской индустрии развлечений, которая в значительной степени опирается на имиджевые повествования и контроль информации, такого рода эмоциональное признание, особенно переданное напрямую без официального сценария, часто считается актом, нарушающим протокол. До сих пор не было официального заявления от Чингука или Big Hit Music, подтверждающего содержание заявления Тэхёна. Однако, с другой стороны, многие люди хвалили смелость Тэхёна. В мире развлечений, где знаменитости часто вынуждены демонстрировать аккуратное притворство, смелость айдола показать уязвимость самых близких ему людей считается редкой и трогательной формой честности. За время, прошедшее после трансляции, появилось больше информации.
Согласно просочившимся документам на форумах сообщества K-pop, сольные туры участников BTS запланированы на этапы, начиная с первого квартала следующего года, сначала Чингук в США и Японии, а затем Тэхён в крупных европейских городах. Однако документы также показывают, что большая часть графика все еще носит предварительный характер, что еще раз говорит о том, что внутренняя динамика еще не полностью стабилизировалась. Интересно, что вскоре после прямой трансляции Тэхён опубликовал фотографию на платформе фан-сообщества Weverse, на которой он и Чингук сидят бок о бок в репетиционной комнате. Текста не было, только сердечки и музыкальные эмодзи. Но для преданных фанатов этого было достаточно, чтобы показать, что их отношения остаются крепкими и поддерживающими. Инцидент открыл более широкое обсуждение давления, с которым сталкиваются артисты в современную эпоху. Несмотря на более чем 10-летний опыт работы на мировой сцене, Чингук все еще человек с настоящими эмоциями, тяготами и страхами. Корейские СМИ начали публиковать подробные статьи о психологическом влиянии подготовки к сольному туру в мировом масштабе. В отличие от групповых акций, сольный тур возлагает всю тяжесть ответственности на плечи одного человека. Выступая с BTS, у Чингука есть партнер, который разделяет давление. Но в сольном туре все внимание, критика и ожидания направлены на него. Действия Тэхёна, чтобы сделать шаг вперед и стать голосом своего друга, несмотря на риски, являются редкой формой солидарности и смелости. На момент написания этой статьи Big Hit Music не предоставила официальных разъяснений. Однако внутренний источник сообщил, что производственная группа пересматривает структуру и график тура, чтобы они соответствовали эмоциональному состоянию Чингука, чтобы этот проект мог полностью отражать личные ценности, которые он хочет передать. В предыдущем интервью Чингук однажды заявил, что не хотел отправляться в сольный тур только из-за требований рынка или ожиданий фанатов. Он хотел, чтобы каждая песня и момент на сцене были частью его личной истории. Теперь, после откровения Тэхёна, это заявление кажется гораздо более значимым. Означает ли это, что Чингук пересматривает концепцию своего сольного тура? Или это эмоциональный переходный процесс к новой, более аутентичной и рефлексивной главе? Реакция армии разделилась. Большинство поддержали тур как личное достижение Чингука, но многие также подчеркнули важность психического здоровья и право артиста сказать «нет» давлению индустрии. Дискуссии об общественном этикете и ожиданиях от айдолов теперь все чаще встречаются на форумах сообщества. Ситуация также поднимает большой вопрос, является ли этот сольный тур началом более отдельного карьерного пути для участников? Или это всего лишь часть творческой эволюции, которая укрепит BTS как индивидуально, так и как группу? Одно можно сказать наверняка, заявление Тэхёна — это необычный спонтанный момент. Это поворотный момент в истории BTS, как группы, так и как глобальных личностей. А для миллионов поклонников это напоминание о том, что за светом и блеском сцены айдолы тоже люди. У них есть тихое пространство, куда иногда могут попасть только самые близкие им люди, как Тэхён для Чингука. Это начало более честного разговора в индустрии K-pop? Осмелятся ли еще айдолы высказать свои страхи и сомнения? И самое главное, кто решит исход этой большой истории, руководство, фанаты или сами артисты? Мы продолжим следить за развитием событий и предоставлять информацию, которая является фактической, подробной и беспристрастной. Потому что теперь ясно одно, этот грандиозный план не только сформирует будущее BTS, но и изменит то, как мир воспринимает смелость и честность в современной индустрии развлечений.